Если вы интересуетесь путешествиями по США, то вы наверняка слышали о Гранд Каньоне, да? Так вот, сегодняшнее видео будет не про Гранд Каньон, а про несколько мест, которые типа связаны с Гранд Каньоном, но все-таки интересны сами по себе. К чему такое странное вступление? Дело в том, что когда обсуждаешь с кем-то природу США, то Гранд Каньон упоминается в первую очередь. Вполне заслуженно, его можно считать символом природы юго-запада США. Но вокруг него есть такие места, от красоты которых просто сносит крышу. Их туристическая известность в какой-то мере двояка. С одной стороны, они малоизвестны на фоне знаменитости Гранд Каньона, а с другой, их популярность выросла за последние, наверное, где-то лет 10. Особенно в связи с распространением социальных сетей, дающих им бесплатную рекламу. Окей, о чем я вообще говорю? В 2 часах езды от Гранд Каньона расположен аризонский городок Пейдж. Простые обыватели, даже американские, могут не знать о нем. Я лично не раз сталкивался с ситуацией, когда на работе с кем-нибудь обсуждаю отпуск, и меня спрашивают, мол, куда-нибудь едешь? И когда я отвечаю, что едем в Пейдж в Аризоне, у людей на лице такое озадаченное выражение. Куда? А что там вообще в Пейдже? И когда я им показываю фотки, они такие, holy shit, this is Page. Но, как я уже сказал, среди энтузиастов этот город не является секретом. На форумах путешественников люди, когда планируют маршруты по юго-западу США, то у них всегда, вот реально всегда, без исключения идут пункты там Лас-Вегас, Гранд Каньон и Пейдж. Мы для себя открыли этот город 24 года назад. О, кстати, сегодня как раз ровно 25 лет, как я приехал в США. А вот абсолютно день в день. И знаете, за эти 25 лет мы были в Пейдже раз 10. И каждый раз мы находим что-то новое. Вот и в эту поездку у нас запланировано место, в котором мы ни разу не были. Итак, по пунктам. Что вообще там в Пейдже? Скажем так, 5 мест рекомендуемых для посещения рядом с городом Пейдж, штат Аризона. В первую очередь, это каньон Антилоп. Их, кстати, 2, верхний и нижний. На второе место я бы поставил изгиб реки Колорадо, который называется Подкова или Horseshoe Bend по-английски. Дальше мой рейтинг осложняется тем, что в некоторые места сложно попасть либо из-за необходимости иметь внедорожник, или получать специальное разрешение. Поэтому не все места в этом блиц-рейтинге равнозначны. Ну, окей. Идем дальше. На третьем месте стоит белый карман, White Pocket. К нему желательно ехать на внедорожнике с хорошим внедорожным просветом. Но люди ездят и на обычных рентованных кроссоверах. И некоторые закапываются в глубоком песке. Если же вы взяли в аренду Jeep Wrangler, то совершенно без проблем доберетесь до White Pocket. Альтернативный способ попасть в это место — это купить тур у какого-нибудь туроператора в Канабе или в Пейдже. По-моему, это обойдется где-то долларов 200 с человека. А если ехать хотя бы вдвоем, то получается, что дешевле арендовать Jeep Wrangler на 2 дня в Пейдже, как мы сделали несколько лет назад. На 4 место я бы поставил волну, The Wave. Мы там не были, и я не уверен, что когда-либо попадем. Возможно, что кто-то поставит волну на 1 место, но я отведу и 4, потому что для похода на волну нужно получать специальное разрешение, а это сопряжено с кучей сложностей. Вдобавок к этому, к волне нужно идти 5 километров в одну сторону по каменной пустыне без какой-либо тени и зачастую по 40-градусной жаре. На 5 месте озеро Пауэлл. Озеро интересно тем, что это затопленный каньон, типа как Подкова или каньон Антилопы, про который я говорил ранее, но заполненный водой так, что по ним можно проплыть на катере, кораблике или на водном мотоцикле там. Что уже набралось там? 5 пунктов. Ну ладно, добавлю 6-й бонусный пункт, потому что в наших планах на эту поездку. Каньон Buckskin Gulch. Он похож на каньон Антилопы с той разницей, что в нем нет огромных толп туристов. Антилопу посещают 2000 человек в день. В Buckskin Gulch бывают дни, когда встречаешь несколько человек за все посещение. Я не знаю, как будет в нашем случае. Оставайтесь на связи и посмотрим. А в нашей сегодняшней поездке мы планируем побывать на озере Пауэлл, заглянуть
на подкову, пройти по Бакскин Галч и, если получится с погодой, то заехать в White Pocket. Погода, особенно летняя, это всегда большой знак вопроса в поездках в Пейдж. Летом там сезон муссонов, и внезапно среди ясного дня может налететь сильнейший дождь с ветром. В прошлом году мы приехали покататься на гидроциклах на озеро, и нам не дали их в прокат из-за сильного ветра на реке. Летом также может быть вообще адски жарко. Сейчас в прогнозе обещают 35-39 градусов жары на те дни, когда мы там будем. На реке это хорошо, а в каменной пустыне Белого кармана, где нет никакой тени, может быть весьма проблематично. Это видео в некотором роде обобщающее, где я просто перечисляю 5 самых интересных мест в Пейдже, но по каждому из этих мест у меня на канале есть отдельное видео. Поэтому, если вы интересуетесь, если вы планируете поездку, то обязательно зайдите, посмотрите. Видео по всем местам, кроме Антилопы, потому что в Антилопе запрещена видеосъемка. Я думаю, что это связано с тем, что количество людей и огромное, и индейцы хотят, чтобы как скот гнать только, то есть так загнали всех в загоны, сплошным потоком людей идут, и поэтому им нет резона, чтобы кто-то останавливался там и делал какое-то там видео на 5-10 минут на месте стоял. Поэтому индейцы что хотят, то и делают, запрещают видеосъемку в обоих антилопах. И это, в общем-то, еще один дополнительный минус антилопы. Ну, так или иначе, заходите на канал и смотрите отдельные видео по каждому интересному месту рядом с городом Пейдж.